Привет, друзья! Из Кисловодска на машине едем во Владикавказ. И вы уже знаете, как я люблю Осетию. А кто не знает, рассказываю. Осетия для меня – это вторая родина. Ведь здесь я прожила 43 года. Люблю я природу, горы. Люблю легендарный, героический, интернациональный народ. А какие у меня были соседи, какие были друзья. Очень скучаю за всем этим. И впереди нас ждет встреча с друзьями, встреча светлого праздника Пасхи и два больших мероприятия. Проезжаем знаменитые сады Кабардино-Балкарии. Уже едем по осетинской земле. А вот и Владикавказ. Здравствуй, родной! Из Кисловодска до нашего отеля доехали за 3 часа 20 минут. Светик! Кругосветик! Добрый день! Вы находитесь в отеле Doubletree by Hilton, Владикавказ. Нашему отелю уже 2 года. Впервые открылись 15 декабря 2021 года. Всем гостям нашего отеля, новоприбывшим, предлагается бокал сидра нашего местного. Это сидр Берценберг, слабоалкогольный, 5%, сладкий. Он изготавливается из яблок в Дегорском районе, здесь в Осетии. Угостить вас? Попозже. Ага, хорошо. Также всем гостям нашего отеля предлагаются печенье наше фирменное. Это традиция отелей Doubletree by Hilton Владикавказ. Ну, Doubletree by Hilton по всему миру в целом-то. У нас в отеле 128 номеров. И надеемся, что пребывание в одном из таких номеров вас обязательно удивит и порадует. Спасибо. Смотрите, в стоимость вашего проживания, как в стоимость любого номера, включены завтраки. Завтраки проводятся в ресторане Верди позади вас по системе шведского стола ежедневно с 7 до 11 утра. Далее вам предоставляется хамам, финская сауна и тренажерный зал. Все эти удобства у нас есть на 3-м этаже в спа-комплексе Level. Также у них есть свои спа-процедуры, с которыми тоже подробнее на 3-м этаже можете ознакомиться. И принимают они ежедневно с 7 до 22. Так что будем вас рады там тоже видеть. Находится наш отель в самом центре города, а конкретно по улице Буцоева, 73, прямо напротив Центрального парка культуры имени Костахи Тагурова. У вас 8 этаж, 817 номер. В лифте необходимо будет прикладывать карту к белому блоку, чтобы подняться на свой этаж. На 3-й, 11-й и 1-й этаж можно без карточки, пожалуйста. Так, здесь 2 карты. 2 карты, все верно, да. Для света используйте одно, если потребуется, мы вам еще. Кто-нибудь нас сопровождает? Мы сейчас находимся на 8-м этаже нашего отеля. Сам отель включает в себя 11 этажей, и на 12-м этаже у нас располагается веранда ресторана 360. Ресторан с авторской кавказской кухней, караоке, панорамными видами. В пятницу, субботу там бывает достаточно шумно, поскольку преимущественно контингент молодежный. Здорово. Ваш номер. Мужчины первые. Заходи. Спасибо большое. Так, Светлана Ивановна, вот здесь вам положу. Да. Продукты ваши. Да. Ничего себе. Круто. Можем тебя оставить. Это лучше, чем... Наш номер называется «Делюкс». Да. У нас 2 комнаты, большие панорамные окна. Нальчикская, а это улица Буцоева, на которой находится мечеть. Остинскую церковь тоже на Остинской горке. Вот, Ой, синяя. далеко. Это старейший православный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Ему больше 200 лет.
более подробно. Вот у нас тут целая чайная станция, чайно-кофейная получается станция. Здесь у нас внизу холодильничек, а это гардеробная часть. Здесь есть вот такое. Сразу включился свет. Здорово! Здорово. Полочки для чемоданов внизу. И здесь у нас полочки для вещей. Фонарик, сейф, халаты, тапочки и принадлежности. Я вам еще не показала. Красивое какое зеркало. А как я вам? Тоже ничего, пойдет. Напишите в комментариях. Так. Полотенце. И вот такой душ. И маленькие тонкости. И хотела отдельное внимание уделить кровати. Во-первых, она огромная, она высокая. И посмотрите, какое здесь постельное белье. При заселении нас угощают шампанским. Пожалуйста, угощайтесь. Спасибо, спасибо. Друзья мои, прогуливаюсь по дождливому Владикавказу, и что меня так порадовало, я уже встретила целые 2 группы туристов с экскурсоводом. Это так здорово, я никогда такого раньше не видела. Даже дождь, он привлекает туристов на экскурсию. Это же здорово, это просто супер. Я так рада за свой родной город. А если вы не были во Владикавказе больше года, то это место вы ни за что не узнаете. Здесь убрали забор и сделали вот такой сквер с лавочками. Здесь был вход в детский центральный парк, ну парк, со стороны Максима Горького. Ну красота, красота. Кружась к апрелю подойдут. Давай, весна, меня встречай. Весна, как ты с другими не целуйся. Да, весной здесь особенно красиво после зимы. Вот Суннитская мечеть, и я хорошо помню, как в перестроечные времена, где сейчас стоит наш отель «Хилтон», должна была быть гостиница «Москва». Мы так ждали, что она откроется, но была такая компания, социальная инициатива, которая собрала с людей деньги и заморозила стройку. Зато теперь на этом месте самый дорогой гостиничный бренд в мире – «Хилтон». Река Терек, справа центральный паркинг имени Костахи Тагурова. Это место нужно посетить обязательно, как и набережную. Вы даже не представляете, какая у меня ностальгия по этой красоте. Ну, по молодости, конечно, по тем временам, когда мои детки были совсем маленькие, и мы в выходной обязательно сюда приходили. Ой, как выросли ивы. Мороженое, вата, качели, карусели. И теперь это все, конечно, есть, даже может и больше. Но это воспринимается все совсем по-другому. Скучаю. А грациозные красавцы-лебеди на пруду, но это особый шарм. Можно сказать, визитная карточка парка. Этот парк самый старинный
парк на юге нашей страны. В 30-м году ему будет 200 лет с момента образования. Он ухожен, уютен, много зелени, спокойный, а из динамиков звучит советская музыка, как будто в старом кино. Справа гостиница «Владикавказ», а слева наш отель «Хилтон». Это высокий уровень сервиса и обслуживания. Ну и, конечно, кавказское гостеприимство. Как хорошо было бы, как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-восток. Там листья падают, пластинки крутятся диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой говорит. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-восток. Вот такого джигита. Тороплюсь, хочу вам показать еще один номер в отеле. Ну а тут джигиты. Ну как их не снять? А вот еще один маленький джигит. Так, 711 номер. Заходим. 7-й этаж. Все так же. А вот только эти красотки. Так. Все так же, все так же, все так же. Ну что, у нас точно так же, только у нас еще одна комната есть. Зачем вам они две нужны? И еще один номер. Номер Гранд Сьют. Так, заходим. Слева и справа у нас шкафы-купе прямо. А прямо у нас спальня с большим рабочим столом, большим телевизором. Так, большая кровать. Кровать, между прочим, очень удобная. Так, картины, тумбочки. Так, а здесь у нас одна из ванных комнат. В этом номере их будет две. Одна с ванной, ну и со всеми, как говорится, прибамбасами, как положено. Этот номер площадью 100 квадратных метров. Итак, у нас гостиная с диваном и круглым журнальным столиком. Так, дальше у нас это что? Телескоп. Помните, как в фильме «Карнавальная ночь» лектор Никодилов? Мы уже видим 2 звездочки, 3, 4, а лучше 5 звездочек. Видимо, будем считать звездочки точно. Отвлеклись. Теперь сюда. Это 2-я ванная комната. Здесь уже душ. И здесь очень мне нравятся овальные зеркала с подсветкой. Много полотенец и большое количество туалетных принадлежностей. Между прочим, хорошего качества. Уже протестировали. Ну и такой просторный душ. А вот что меня больше всего удивило, это своя кухня. Большая, со столовыми предметами, приборами. Здесь есть все для комфортного отдыха. Чайно-кофейная станция. Опять я удивлена. Здесь есть даже духовка, микроволновка и духовка. Так, здесь у нас что? А здесь у нас огромный... Ой, боже, какой огромный холодильник и чего там только нет. Да, после этого холодильничка берем телескоп и
выходим с вами на террасу. В этом номере есть выход на свою террасу. Благо, ночь, так что уже пора и звездочки считать. А пока познакомлю вас с ночным Владикавказом с высоты 9-го этажа. Вот такая красота. Ночью Владикавказ тоже красивый город. Мой любимый. А внизу фонтан. Ну, доброе утро, Владикавказ. С высоты 11-го этажа со смотровой площадки я хочу вам показать немножко город. Там вот вдалеке видна телебашня, за ней лесистый хребет, там селение Тарское, Суницкая мечеть, символ города, красавец Терек, на правом берегу которого находится парк Кастахи-Тагурова, колесо обозрения. Видна стройка. Интересно, что там построено. Наш мост. Терек становится шире. На левом берегу вдалеке виден банк. Это улица Кольцоева, заполненная машинами. И пусть утро сегодня не солнечное, все равно чувствуется весна, пробуждение природы и весеннее настроение. Подсказка. Магазин компании находится рядом с отелем. И всегда свежие цветы. Проверено. В стоимость нашего проживания включены завтраки по системе «Шведский стол» в ресторане «Верди» на 1-м этаже. Сразу окунулись в атмосферу народной музыки. Приятно. Доброе утро. Интересно, что с завтраком тоже будут удивлять народными блюдами? Доброе утро. Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Мира, любви, здоровья, благополучия и душевного спокойствия всем. Как все красиво сделали, ну какие молодцы! Куриный суп. Здесь у нас гречка, здесь тыква запеченная. Покажу вам, как это все выглядит. Вот как это все выглядит. Обязательно обращу ваше внимание на национальное блюдо, которое называется дзыка. Вот оно справа. Если будет интересно, задавайте вопросы, я расскажу, что это такое. Кашка. Здесь у нас глазунья. Здесь у нас брокколи. Цветная капуста. Здесь у нас запеченные овощи, баклажаны и кабачки. Здесь у нас куриные шашлычки. Здесь у нас сосиски и картошечка. Поделимся. И вы слышите, что сейчас звучит национальная музыка, и она здесь звучит всегда. Можно подогреть национальные осетинские пироги. Они здесь в большом количестве, в большом разнообразии. Это национальное блюдо. Здесь хлеб. Здесь у нас сладкие блюда.
Все чисто, красиво, необыкновенно. Ну как, друзья, вы оценили? Хочу вам задать вопрос. Здравствуйте. А это бывает всегда или в честь праздника? Бывает в субботу, воскресенье, также по выходным слабоалкогольный сидр местного производителя Бердингер. Полусладкий. Спасибо. А вот большая терраса. На террасе можно посидеть большой компанией, как у нас. Ну что, все очень здорово продумано. Молодцы. По военно-грузинской дороге едем в Балту, в родовое селение моего мужа, чтобы поздравить друзей и соседей с праздником. Вот поэтому мы взяли в отеле только завтраки, чтобы не привязываться к расписанию, быть свободными, так как знаем точно, что в Осетии проблем с едой нет. Здесь очень вкусная и разнообразная еда. Одно кафе «Фочинариум» находится на улице Максима Горького, не доходя до проспекта Мира. Посмотрите, какое меню. Вот такая подача супа харчо. Рис отдельно, мясо отдельно, все отдельно. А еще попробуйте местное пиво, очень вкусное. Вот так мы заказали еще фочин. Он был очень вкусный, сочный. Рекомендуем попробовать чебуреки и хинкали. А вечером мы получили вот такой навкуснейший комплимент за видеоотзыв в Инстаграме. Имейте это в виду. Это было неожиданно и очень приятно. Ну вот, друзья, и прошли 10 дней нашего пребывания в этом замечательном отеле. Хочу поблагодарить коллектив за теплый прием, кавказское гостеприимство. Спасибо, не подвели. За то, что могли создать душевную и уютную атмосферу. За то, что вкусно нас кормили. Вы приняли нас как своих родных и близких людей. Уезжаем с приятным, прекрасным настроением и наполненным сердцем, с пожеланиями успехов и процветания. И пусть двери вашего отеля всегда будут открыты для многочисленных гостей моего родного Владикавказа.